Здравствуйте, меня зовут Колков Иван. Я являюсь мастером спорта международного класса. Также являюсь чемпионом России, чемпионом Европы, чемпионом мира. Мой лучший результат в длинном цикле 94 подъема. У меня есть перечень вопросов, на которые бы мне хотелось вам ответить. Первый вопрос. С какого возраста вы начали заниматься гиревым спортом и как к нему пришли? С 13 лет я начал заниматься гиревым спортом, к нему пришел я чисто случайно. Начал ходить в секцию настольного тенниса, и рядом проходил секция гиревого спорта. Я зашел в зал, увидел, как ребята поднимают гири, мне это заинтересовало, увлекло, и вот до сих пор я занимаюсь этим видом спорта. Второй вопрос. Как выглядела ваша начальная подготовка до достижения мастера спорта и как она отличается от сегодняшней? Начальная подготовка в корне отличается от сегодняшней подготовки. В первую очередь отличается объемами, интенсивностью и количеством тренировок. Также отличается сам подход к тренировочному процессу, так как целью является достижение более высоких результатов и мировых показателей. В профессиональной подготовке необходим комплексный подход, который включает в себя не только интенсивную тренировку и объем тренировок, но и психологическую работу со спортсменом. Следующий вопрос. Какие соревнования вам запомнились больше всего? Больше всего мне соревнования запомнились это чемпионат мира в 2016 году, который проходил в Казахстане. Там я выполнил норматив мастер спорта международного класса. Это мои первые соревнования на мировом уровне. Следующий вопрос. Какие мысли приходят в голову, когда вы заходите на платформу перед важными соревнованиями? Каждый раз, выходя на помост, стараешься настроить свое тело и свой мозг на работу с гирями, держать в голове важные технические моменты, количество подъемов, темп, ритм, дыхание. Ты целиком настраиваешься на предстоящую работу. Следующий вопрос. Как вы тренируете свою специальность? Дисциплину. Длинный цикл, рывок, двоеборье или толчок. В основном я тренирую чисто один длинный цикл, но иногда включаю в свой тренировочный процесс толчок и рывок для совершенствования своей техники. Следующий вопрос. Что вы думаете о значении тренера для начинающего спортсмена и профессионала на мировом уровне? Чем отличается? Тренер играет важнейшую роль в жизни спортсмена, тем более для начинающегося. Есть такая поговорка, как корабль назовешь, так он и поплывет. Именно тренер дает определенный толчок для начинающего спортсмена. Он является мотиватором и поддержкой для спортсмена на протяжении всей его спортивной жизни. Тренер профессионального спортсмена контролирует гораздо больше и строже не только тренировочный процесс, но и питание спортсмена, режим дня и так далее. Так как это уже совсем другой уровень, более высокий и трудоемкий. Следующий вопрос. Какие качества, по вашему мнению, отличают хорошего тренера? Я считаю, что хороший тренер – это прежде всего учитель, наставник и психолог. Словом, второй отец. Необходимые качества тренера – это прежде всего строгость, справедливость, уверенность в себе и в спортсмене, эмоциональная открытость и выдержка. Следующий вопрос. Могли бы вы немного поделиться мыслями о будущем гиревого спорта и его дальнейшее развитие? Развитие гиревого спорта зависит не только от спортсмена, но и от зрителей. Необходимо как можно больше пропагандировать гиревой спорт в своих регионах, устраивать показательные выступления. Я считаю, что гиревой спорт нужно делать более зрелищным и интересным не только для спортсменов, но и для зрителей. Нужно включать более командные дисциплины в соревновательном процессе. Также необходимо увеличивать количество и качественные прямые трансляции на различных соревнованиях. Спасибо за внимание.